Да. А вот такой вот нарядный мультитул у нас сегодня будет на обзоре. Я решил, сколько можно эти Xiaomi рассматривать. Давайте что-нибудь новенькое. К примеру, Байбари. Надеюсь, он так читается. Этот бренд появился в 2018 году и, как обычно, позиционирует себя как топ за свои деньги. А так как все производители себя так пытаются позиционировать, давайте разбираться. Итак, этот конкретно мультитул интересен тем, что у него накладки сделаны из авиационного титана по заявлению производителя. И у кусачек заявлена твердость 89 по Роквеллу, а значит стекло они должны резать как алмаз, но мы это проверим. Плюс заявлено, что он должен быть легче, чем аналоги. То есть он весит 247, а аналоги должны весить немножечко тяжелее. Все это дело произведено на фабрике Shenzhen Auktion Technology. И заодно оценим, умеют ли они делать и стоит ли покупать такую продукцию. Откроем Байбари с помощью Huahao. А вот такая вот коллаборация. Стоит данный мультитул плюс-минус 50 евро. Ссылку, конечно же, я оставлю внизу. Итак, что нас встречает внутри коробки? А вот такие вот биты двухсторонние. А вот такой вот чехол. Кстати, смотрите, на довольно-таки солидной пластиковой клипсе. Внутри он довольно приятный, неопреновый. Снаружи все нормально заделано. В принципе, можно даже засунуть сюда биты. Да, наверное, вот так биты должны лежать, но это, в общем, не самое главное. Самое интересное, конечно же, сам мультитул. И вот такой вот красивый он будет у вас, если вы его купите. Итак, давайте сначала проверим тактильно. Ничего руку нам не царапает, не тарахтит. Сталь здесь используется у клинка 440А. Надеюсь, и у одного, и у второго. И вот уже меня радует тем, что я его без проблем открыл. Потому что иногда у Xiaomi бывают такие приколы, что они спиливают верхнюю кромку и открывать вообще неудобно. Так, кстати, вот основной клинок открывается нормально. Как ощущаются накладки из титана? Я вам скажу, они ощущаются лучше, чем из нержавейки. Они не такие холодные, они более приятной текстуры. Ну, собственно, текстура, конечно, зависит от обработки, но более приятные. Они, конечно же, намного крепче, чем если сделать из алюминия. Легкие накладки. Как вариант, за такую цену титановые накладки это, в общем-то, неплохо. Как видите, все у нас на блокираторах. И первое впечатление очень неплохое. Кроме вот такого страшного серейторного со стропорезом и обычного клинка, у нас здесь еще есть, давайте посмотрим, что. Вот такие вот большие ножницы. Пока не открыл, пружина не работает. Где-то я это уже видел. И также у нас здесь еще есть пила. Пила, мне кажется, очень зубастая, но это нужно будет проверить в деле, как она пилит. И давайте посмотрим на основной инструмент. И это, конечно же, пассатижи. Пассатижи идут не подпружиненные. У них идут такие красивые кусачки желтые, которые якобы имеют 89 по Роквеллу. Это очень неплохо. Сделано все по красоте. Даже указана сталь, из которой сделаны сами пассатижи. Это 420J2. Схождение, как вы видите, отлично. И вот так вот на первый взгляд все выглядит довольно-таки интересно. Байбари нам обещает, что он будет на 30% легче аналогичного ножа. Учитывая, что вес плашек не так уж сильно влияет на вес ножа, я думаю, это в пределах 10% будет. Но давайте взвесим. 246 грамм. Давайте для сравнения возьмем вот такую штуку от Nextool и взвесим. Да, реально тяжелее на 10%. Хотя он чуть-чуть больше. С другой стороны, Xiaomi решили уменьшать вес за счет спиливания вот этих боковых плашек. Плюс здесь нет блокировок, поэтому будем считать, что да, 10% он выигрывает. Это, конечно же, нюансы, но давайте измерим нюансы по размеру. Толщина 20 мм, высота 34 и длина 103 мм. И давайте проверим, все инструменты, годятся ли они в работу. Начнем со страшного ножа. Это вот такой вот серейтор. И на конце у нас есть стропорез. У меня есть стойкое предположение, что серейтор режет лучше, чем стропорез. Те же стропы. Строп у меня нету, есть вот такая веревка. Давайте попробуем резать ее серейтором. Разрезает отлично. И давайте попробовать резать стропорезом. Мне не понравилось резать стропорезом, а вот серейтор режет хорошо. Давайте еще раз попробуем. Да, это прям херня какая-то резать с помощью этого стропореза. А серейтор режет отлично. А можно ли им резать яблочко? Шикарно режет. Серейтор довольно универсальная штука. Она дольше тупится по продуктам, но при этом чуть-чуть сложнее точится. Хотя, если точить вот с этой стороны, проблем не вижу. Затупилось, небольшой слой сняли и, в общем-то, можно резать. Если есть знатоки по заточке серейторов, напишите, в чем я ошибаюсь. Серейтор пойдет, а вот стропорез, если честно говоря, лишняя штука здесь.
Давайте теперь проверим ножницы. Они здесь довольно крупные, открываются вот так и вот так. Спросите, зачем резать салфетку? Если ножницы плохие, они ее не режут, а просто мнут. А режут хорошо. Режут хорошо, но не идеально, как вы видите, не перерезают с первого реза. Если у вас ножницы от мультитула не перерезают, к примеру, какой-то паракорд или веревку, то нужно всего лишь давить влево для того, чтобы более плотно смыкались лезвия, и тогда перерезают без проблем. Для ногтей не подойдут, а для обычных задач подойдут. И, кстати, у них не острые концы. Далее, конечно же, пила. На вид пила максимально злая. Но давайте проверим, как она пилит. Вгрызается отлично, не застреет. Пила мне нравится, я даже попробую полностью перепилить. Пила пилит хорошо, если брусочек зафиксировать, буквально за короткое время распиливает без особых усилий, поэтому пила зачет. И, конечно же, основное лезвие открываем. Не идеально, но одной рукой открывается. Давайте сделаем суровый тест, бреет ли он. А может броет, но на самом деле нож заточен хорошо, волос сбривает вообще на раз. Так что у кого нет бритвы, можете бриться. Приятно удивлен, если честно, из коробки редко бреют мультитулы, но этот бреет, видите, заточка неплохая. Давайте попробуем резать бумагу, хотя после того, как он побрил мне руку, то бумагу, естественно, он порежет без проблем. Пробуем резать канат. Просто надавливанием режет. А как он справляется с деревяшкой? Бывали ножи и лучше, но для мультитула вгрызается в деревяшку он хорошо. Проверяем на яблочке. Очень приятно режет, можно работать по продуктам. За исключением стропореза, все внешние инструменты меня порадовали, нож даже удивил. Может брить волос, это хорошая заточка. Напомню, здесь сталь 7Хром17, это что-то типа 440А, в общем где-то 55 по Роквеллу. С внешними понятно, давайте проверим внутренние инструменты и начнем с вот этой стороны, где у нас есть битодержатель. Битодержатель опять же фиксируется, что на мой взгляд обязательно для битодержателей, потому что когда складывается при вкручивании самореза, это неприятно. Я им уже что-то крутил, давайте перейдем на привычный крест и попробуем что-нибудь закрутить. По качеству бит нареканий нет, как бесплатные биты для мультитула, качество хорошее, они не мягкие, нормальные. Для тех, кто любит писать, что это не шуруп, а саморез, назову его саморезный шуруп и попробую его до конца вкрутить. И когда идет усилие уже такое приличное, можно сделать раз. И с помощью рычага загнать его до конца. Дальше закрутить не позволяет геометрия биты. При этом, заметьте, бита не слизывается, то есть сделана из нормальной закаленной стали. Можно ли использовать обычную биту? Можно. Но так как магнита нету, она не фиксируется и нужно будет подкидывать 6-мм магнит. Тогда все это дело будет работать. Вот таким образом это делается. На край биты ставите магнит и можно пользоваться обычными битами. Единственный минус – не всегда вытаскиваются без применения клея. Они прилипают там сильнее, чем прилипают к бите. Так как я собираюсь пользоваться комплектными с шариком, поэтому не буду внутрь вставлять магнит, иначе не влезет шарик. И какой же мультитул без пассатиж? Тем более с такими красивыми кусачками, которые еще и твердые. А кусает ли он рекламу? Да, немножечко режет. А как насчет гвоздя? Хотя для начала давайте попробуем на проводе. Сам провод перекусывает, чуть-чуть остается оболочки. Давайте еще раз попробуем. Да, перекусывает. Причем довольно приятно, легко перекусывает. Ну что ж, гвоздь так гвоздь. Я прикрываю просто, чтобы в камеру не летело. Перекусывает легко. Сейчас открутим губки, посмотрим, как-то страдают они или нет. И режут ли эти губки стекло. Ведь при такой твердости должно резать как алмаз. Давайте проверим, как сведены на примере волоса. Волос хватает, сведены отлично. Единственное, чего мне не хватает, это пружинок. Под пружининами определенно работать удобнее. Качество же обработки мне нравится. Выглядит все симпатично, сведено, все ровненько. С помощью Роксона попробуем раскрутить это все дело. И таки проверить твердость. Вот так выглядят сменные губки. От перекусывания гвоздя вообще не осталось даже следов. Поэтому берем бутылочку, закрепляем лезвие.
по идее, должно царапать легко. Да, по бутылке рисует без проблем. Определенно твердость хорошая и явно выше 60. Поэтому этой штукой можно резать стекло. Я надеюсь, вы знаете, как резать стекло. Прикладываете линейку, делаете тонкий прорез, немножечко стучите, надавливаете на стекло, и оно раскалывается на нужный вам размер. Так что, скорее всего, это реально сплав YJ12, а не просто крашеная железяка. Потому что стереть этот цвет не получается даже стеклом. Давайте попробуем поставить в обратном порядке. Вложим, крутим и пользуемся дальше. Пассатижи нормальные, зачет. Байбари, принимайте от меня подарочек. Новая функция резка стекла. И осталось рассмотреть вот эти вот инструменты. Давайте попробуем их вытащить. Скорее всего, здесь рассчитано, что мы будем нажимать на центральную штуку, а все остальное подтянется. Давайте начнем с вот такого напильника. Из смешного, если вы посмотрите на это фото, то с помощью этого напильника пилят деревяшку. На самом деле это сделать невозможно, потому что напильник с этой стороны гладкий, и кто рисовал эту рекламу, к сожалению, не держал в руках этот мультитул. И если вы внимательно посмотрите, и камера правильно передаст цвета, то на напильнике желтоватый цвет, скорее всего, это тоже какой-то сплав, он должен быть тверже, чем основной 420, потому что, скорее всего, инструменты все сделаны, как обычно, из 420 стали, а здесь применен какой-то сплав, и явно он тверже. Поэтому при использовании отвертки нужно быть аккуратным, он твердый, но при этом он более хрупкий. У отвертки довольно удобный размер, и можно всякие шурупы и саморезы без проблем крутить. Если твердость нормальная, вот этот черненый саморезик должен нормально пилиться. Да, с него снимается покрытие. Ну, а если вам реально что-то нужно спилить, то используйте вот такой алмазный. Алмазный спиливает металл без проблем. Здесь грит около 200, поэтому, если очень сильно нужно, то можно заточить тупой нож. Пилить деревяшку нельзя, поэтому на рекламу смотрите, но, как говорится, думайте головой. Далее у нас идет шило. Сразу замечу, что инструменты здесь немножечко напиханы с излишком. Мне кажется, нужно было их сделать чуть-чуть толще, и можно было какой-то один инструмент убрать. Возможно, я докапываюсь. Толщина инструментов 1,2 мм. Итак, шило. Шило блокируется, никуда не денется. Есть отверстие для веревки, есть слегка заточенный край. Сверху также сточен край, но при этом шило не очень острое. То есть поранить палец вы им не сможете. Почему так сделано, не знаю. Дырявит ли оно древесину? Давайте проверим. Да, как ни странно, это никоим образом не мешает делать дырки. Шило есть, дырявить будет. Следующий инструмент мне нравится, это микроотвертка. Вот таким образом выглядит, вытаскивается просто, точно так же вставляется. Держится за счет вот такой подпружиненной металлической штуки. Держится крепко. Довольно полезная штука, разобрать какую-то мелкую электронику, к примеру. Отвертка получается довольно длинная, входит в углубление. Честно говоря, инструмент полезный, реально полезный. Потому что редко где такой встречается. Зачастую делают какую-то более толстую, при этом слабую отвертку. А здесь она довольно прилично сделана. Длинная, тонкая. Единственный небольшой вопрос по открытию. Скорее всего задумано, что вы за центральную штуку тянете, вытаскиваете все инструменты и потом уже оставляете тот, который нужен. А нужен нам сейчас инструмент плоская отвертка. На мой взгляд, полезная штука, потому что зачастую нужна вот такая вот большая плоская отвертка. Она здесь есть, она хорошо сделана в стиле лазерманов, то есть все грани острые, и на мой взгляд это лучший вариант отвертки. Не самая, опять же, толстая, давайте замеряем. Хотя она более толстая, чем шило, 1,5 мм. Как вы видите, у нее также имеется большой зацеп для открытия, но он полностью прячется при закрытии отвертки. И последний инструмент, который можно открыть, к примеру, отдельно, это вот такая вот открывашка. В рекламе ей открывают бутылку. И с этим я согласен, потому что не нужно делать отдельно открывашку для бутылок. Любую бутылку можно открыть консервным ножом, с этим вообще проблем никаких не будет. А будет ли данный консервный нож открывать консервную банку? Да, если приловчиться, довольно-таки прилично открывает. Заметьте, все грани острые, и там, где должно быть остро, здесь остро, то есть инструмент сделан грамотно, к нему придраться я, честно говоря, не могу. А также есть вот такая вот штука для снятия изоляции. Я такими штуками, если честно, пользуюсь редко. Но к этой конкретно претензий никаких, она острая. Они бывают еще и не острые. Давайте проверим до конца и снимем изоляцию, к примеру, с коричневого провода полностью. Да, хорошо подрезает, реально можно пользоваться. Кому нужно,
как говорится, пользуйтесь. Итак, это последний был инструмент. Также здесь есть линейка. 18 мой штангенциркуль не меряет, но 15 сантиметров, я вам скажу, довольно точно отображает данная линейка. Естественно, при условии, что вы ее расположили ровно и сомкнули две половинки. Погрешность в пределах 0,03 мм. Не помню, говорил или нет, также переставляется клипса, можно поставить с этой стороны, с которой она и стоит, а можно переставить вот на эту сторону, есть специальное углубление. Клавиши блокировки внутренних инструментов довольно тугие, нажимаются хорошо, не имеют никаких проблем с обработкой, все сделано хорошо, ничего не шатается, ничего за пальцы не хватает, все ровненько. Производственная линия у Байбари хорошая. Получился отличный мультитул. Единственное, конечно, стропорез, спорная штука, но опять же это в моем случае, потому что я ими не пользуюсь. И зачем они, я, честно говоря, не совсем понимаю. Если есть серейтор, то зачем еще ставить стропорез? На мой взгляд, мультитул получился очень-таки удачный. Если еще хотите обзоры на мультитулы Байбари, напишите. У них есть более дорогой мультитул, там где идут сменные инструменты, и есть более недорогие, которые практически повторяют функционал, но стоят при этом порядком дешевле. Напишите, дешевле или дороже в комментариях, на какие мультитулы лучше сделать обзор. А данный мультитул смело рекомендую, косяков не найдено. Отличный вариант, проверено.